Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем наш вебинар, посвященный эзотерике. Сегодня я опубликовал пост в своей группе Дуйко Кайлас и РТЕ. Напишите свой вопрос под этим постом, я его рассмотрю на вечернем вебинаре по эзотерике с уважением, Андрей Дуйко. И сейчас я готов ответить на те вопросы, которые вы мне задали. Вопросов у нас 158, надеюсь, они будут нам интересны. Яна Фальфушинская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, талисманы, приобретенные у вас, срабатывают сразу или какое-то время проходит? И может быть так, что они не влияют никак? Спасибо за ответ. Нет, талисманы работают на протяжении всей жизни человека. Когда человек носит талисман, первое, что может быть, ухудшение состояния, ухудшение сна. Может произойти изменение внешних каких-нибудь элементов, даже ухудшение общего состояния. Не стоит на это обращать никакого внимания. Нужно делать вывод после ношения такого талисмана на протяжении 1 года. Обычно, если талисман правильно сделан, я стараюсь все-таки обращать внимание на талисманы, то талисман работает. Наши талисманы работают. Петренко Наталья. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ответьте, пожалуйста. Если 2 выпавших молочных зубика ребенка, можно ли носить один ребенку, а другому маме? Или только один кому-нибудь одному? Из какого возраста можно ребенку носить? Обычно делается талисманчик из выпавшего молочного зуба. Считается, что выпавший молочный зуб является талисманом, охранником. И в случае, если носить на себе молочный зуб ребенка, то защищает и маму, и папу, и там, кому вы подарите. Принципиально это не важно. Обычно, если ребенок носит свой выпавший зуб, который в детстве у него выпал, то девочка очень удачно выходит замуж, мальчик достигает высот в материальном плане. Очень рекомендую древнейший ритуал, описан даже в Махабхарате. Елена Зандер. Сын-подросток 14 лет, очень сердится на меня за разрыв с его отцом. Отдалился, впал в депрессию. Иногда кажется, что не видит меня. Как вернуть тепло в отношения? Верните тепло в отношения, начиная с магния. Купите жидкий магний и подпаивайте немножко ребенка. Потому что в случае, если у ребенка депрессия, она не обязательно может быть связана с разрывом с отцом. Это может быть связано с чем угодно. Тем не менее, хотел бы вам сказать, обязательно обнимайте его, обязательно восхищайтесь какими-нибудь поступками, не загружайте его, старайтесь сделать так, чтобы он спал подольше. Как бы нечаянно отключайте на время Wi-Fi, для того, чтобы ребенок не играл в телефон или в ноутбук и немножечко выходил к вам, для того, чтобы можно было общаться и так далее. Но тепло, как говорил профессор Преображенский, и ласка помогает даже животному стать человеком. Поэтому я не хотел обидеть. Это всего лишь слова Преображенского. Старайтесь все-таки создавать тепло, ласку, восхищение мужчиной, не нагружайте его особо. Я думаю, что у вас все улучшится. На протяжении дня выполняйте практику. Представляйте, будто вы и он обнимаетесь очень крепко. Если это представлять на протяжении дня 5 или 6 раз в разное время, то очень улучшится ваши общие отношения. Также не забывайте очищать пространство, в котором вы живете, так как пространство иногда является тоже очень важным элементом для отношений между близкими. Недавно я выложил шум, который выложен в YouTube на моем канале. Там шум, который очищает пространство. Можно просто его включать на небольшое количество времени, и тогда отношения улучшатся. Если вы знаете методы запечатывания пространства, запечатывайте, очищайте, так как я обучаю на 1-й ступени. Татьяна Наточий. Андрей Андреевич, а можно слушать шумы, например, когда готовлю кушать на кухне? Конечно. А можно шумы и практики сангай делать ночью после 24? Можно, но только с открытыми глазами. Зиля Гадильшина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно спросить, палочка волшебная уже есть в продаже? Есть. А ею пользоваться подскажите в какое время? Все равно, во время обрядов, конечно. Очень многое рассказываю о палочке в обновленной 5-й ступени. Ирина Казинец, Екатерина Казинец. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Что можно сделать, чтобы ребенок 6 лет стал послушным, но неведомым, когда вырастет? Ну, прежде всего, я бы хотел сказать о вообще воспитательных циклах. Вся особенность воспитательных циклов заключается в том, что ребенка, во-первых, сразу бы хотел порекомендовать мой семинар, который называется «Эзотерика», с целью воспитания детей. Такой семинар у меня есть, вы можете его приобрести на моем официальном сайте duiko.guru.
Тем не менее, несколько слов о том, как воспитывать детей. Очень часто я говорю, что детей необходимо воспитывать с позиции абсолютной доброты. Старайтесь максимально, насколько это можно, создавать заботу и проявляйте обязательно доброту по отношению к детям. Доброту, но обязательно воспитывая ребенка, проявляя эту доброту, восхищайтесь им. А также говорите: вот какой ты молодец, как можно чаще за какой-нибудь правильно совершенный ребенком поступок. Я даю целую концепцию в этом семинаре, о котором я говорил только что, как воспитывать детей правильно. И там очень много сказано, как сформировать у ребенка идеи дальнейшего желания обучаться, дальнейшего желания быть послушным. Почему я говорю все время о доброте? Дело в том, что мир, в котором мы живем, он не благодушный, он недобрый. В этом мире очень часто люди проявляют немилосердие, проявляют злобу, проявляют зависть, вредность. Иногда внешний мир для многих детей, которые заканчивают школу, кажется, внешний мир бесконечная система, которая пытается запугать, навязать, спровоцировать, уничтожить, использовать и так далее. Это как бы мир выживаемости. Этот мир полон зла. Этого зла много, но в разном виде, иногда очень изменено или видоизменено. И как человек туда попадает, есть свои капканы в этом зле. К чему я это все говорю? Мы должны с самого детства ребенка обучать милосердию и добросердечию. То есть самое правильное — это создать условия, при котором ребенок будет знать, что семья является его поддержкой, семья является его опорой, на семью можно рассчитывать, чтобы он не сделал, всегда его поддерживают. В семье он может отдохнуть, в семью он может прийти и поделиться чем-то, что его очень беспокоит. Семья — поддержка, опора и так далее. С самого детства при этом необходимо создавать или обучать доброте. Почему? Если вы не научите ребенка доброте, то он не научится потом в миру этой доброте. Потому что мир — это место выживания. Именно поэтому нужно обучить ребенка доброте, а мир научит злу сам по себе. Школа научит злу, мир научит злу. Не нужно дома обучать ребенка быть злобным, давать сдачу, там, пинать кого-то, быть агрессивным, быть социопатом или там, взращивать ребенка какую-то социофобию и так далее. Я считаю, что очень важно для ребенка это посещение каких-либо кружков. Я очень считаю, что важно для ребенка быть социально адаптированным. Я считаю, что такие заведения, как заведения, которые могут социализировать ребенка, это, допустим, детский сад, это школа. При этом необходимо маме и отцу или кому-либо, кто смотрит за ребенком, бабушкам, обязательно посмотреть, кто в этом классе находится. Если среди этих детей нервные, там, дети с психологическими или психическими отклонениями и так далее. Если это вредит ребенку, ребенок становится не на ту дорогу, необходимо обращаться к руководству школы, необходимо разговаривать частным образом с классным руководителем или с тем человеком, кто будет вести ребенка или будет обращать внимание на этого ребенка. Мы должны понимать, что дети или воспитание детей является элементом социологической адаптации ребенка. Именно поэтому чем ранее мы начинаем или чем ранее мы приводим ребенка к социальному адаптированию, тем легче ребенку будет потом социально адаптироваться. Таким образом, социально это значит большое количество людей. Именно поэтому детей необходимо в детский сад приводить, в школу, после этого либо профтехучилища, либо институты. И дети должны социально быть адаптированными. То есть понимать, что такое добро, понимать, что такое зло, понимать, что наркотики это плохо. В детском времени необходимо с возраста 13-14 лет говорить ребенку о вреде и ужасе наркомании, показывать примеры. Там одна женщина мне писала: Андрей Андреевич, как заставить ребенка читать? Самый простой способ заставить ребенка читать — это первое, читать ребенку вслух, для того, чтобы у ребенка появлялась картина. Второе, читать интересные книги, потому что очень часто сейчас читать ту литературу, которая была написана там, в 18-19 веке для ребенка, уже не интересно. Они просто живут более быстро, им интересна быстрая смена событий. И в случае, если это растянутая информация, красивый какой-то язык, они этого уже не понимают. Они работают
их мозг работает более быстро, им необходимо делать выводы более быстро, они хотят читать Гегеля за 15 минут, читать Карла Маркса за 7 минут или там изучать какой-нибудь закон за 15 минут. Они это быстро очень запоминают, при этом удерживают это на большое количество времени. Нам же, людям, которые жили в Советском Союзе, на получение такой же информации, ее классификацию необходимо гораздо большее время, потому что мы хотим вчитаться, нам необходимо дольше эту информацию воспринимать. Именно поэтому ребенку необходимо читать, после чего книга должна быть интересная, приукрашивать ее эмоциями. Но после этого обязательно периодически необходимо показывать при ребенке, что вы читаете книгу. И что вы ставите на первое место чтение литературы или книгу, чем просмотр телевизора. Почему? Потому что обычно родитель является примером для своего ребенка. Естественно, если родитель не обращает внимания на ребенка, все время смотрит телевизор, разговаривает по телефону, крутится в Инстаграме, то заинтересовать ребенка чтением книг, ну, это просто будет невозможно. Вера Керендясова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Большое спасибо за вчерашний обряд. После него в квартире появился приятный запах, причем ощущал и муж. Да, так может быть. Во время изгнания 5 классов духов отчетливо слышала со стороны компьютера разноголосицу. Как будто много разных людей что говорили. Это нормально. Да, очень часто во время проведения мной обрядов могут появляться вот такие аномальные эзотерические ощущения. 5 классов дупени, купила много сангая. Вы говорили, что нужно практиковать 1 год, 1 семинар. Мне очень нравится практиковать 39, 40, 50, 51. Как мне можно их практиковать? 1 неделю или 1 день. Один можете, на второй день другое. Можно купить все 50 сангая и проводить их первый день, первое, второй день, второе. Можно чередовать, да. Не обязательно друг за другом, как хотите. Марина, очень нравится вас слушать, Андрей Андреевич, всегда с восторгом. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, у меня есть золотое кольцо. Я его уже ношу несколько лет. Могу ли я его так зарядить или нужно купить новое? Как его перед этим очистить? Перед чем? О чем вы пишете? Перед замужеством, возможно. Как выглядит у человека, как выглядит магнит? Так, у него левая и правая сторона. То есть у магнита одна сторона это минус, вторая сторона это плюс. Скажите, эти две стороны, они разнополюсные? Также и у нас 2 стороны разнополюсные. Когда вы выбираете украшения, всегда знайте, что и наша жизнь, она так связана, что если есть хорошее, будет плохое. Если есть очень много там свободы, будет где-то припирание свободы. Вы где-то переедаете, будете где-то болеть. Будете получать деньги, будете их тратить. Это такая особенность. Есть мужчина, есть женщина. То есть везде есть какая-то вот такая полюсность. А для чего служит магнит? Магнит служит для того, чтобы что-нибудь притянуть в нашу жизнь. Вот смотрите. Иногда, вот я недавно, ну не недавно, наверное, там, может быть, год назад или на протяжении года прошлого, видел, я очень часто изучаю или слежу за информацией эзотерической, которая выкладывается разными адептами в Инстаграм или в Ютубе, и очень часто мне попадается понятие такое, которое называется денежный магнит. Что типа, и там дальше очень интересные такие схемы, типа денежный магнит, включи в себе денежный магнит, и там после этого сверху на тебя сыпятся деньги. Это ничего не работает. Такой магнит никогда, или там люди, я притягиваю, я притянул много денег, все это полная ерунда. Почему и что такое магнетизм вообще? Существует ли этот магнетизм, бывает ли денежный магнит? Мой ответ такой, да, он бывает. Какой? Вот смотрите. Что такое магнит? В случае, если это магнит, он должен притягивать. Что притягивать? Кто дает? Бог дает, правильно? Тогда магнит устроен по принципу 2 элементов. Левая часть его это минус, а правая часть это плюс. Именно поэтому, когда человек формирует идею какую-нибудь или хочет подключить денежный магнит или некий денежный магнит, он должен произнести себе первое, все свои минусы, какие у него есть в жизни. Допустим, я очень бедный, мне не хватает денег, все очень плохо. То есть это его минус. А вторая сторона магнита это надежда. Он говорит, зато скоро у меня появится много денег. Я готов принять большое количество денег в свою жизнь и готов все для этого сделать. Вот смотрите, левая сторона это
правдивость, и правая сторона это надежда. Они создают денежный магнит в человеке. Если эти слова ежедневно произносить, это будет самый лучший магнит, который сработает в вашу жизнь. То же самое с золотым кольцом. Если у вас золотое кольцо, и у него две стороны, допустим, которые друг друга целуют, то можно сказать, с одной стороны, я всегда была одинока, но наконец-то я нашла своего мужчину. И левый шарик это я с левой стороны, с правой стороны мой мужчина, и мы сплетены навсегда. И скоро мы будем всегда жить счастливыми, богатыми, многодетными, любимыми и так далее. И символ этого всего мое кольцо. И после этого раз и одеть это кольцо на себя и на него. Или символ верности. Таким образом оно и заряжается. Вот. Елена Литвиненко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Передается ли органическое расстройство личности по наследству? Сейчас доказано наукой, что передается. И влияет ли на ребенка в каком-то плане? Мы с отцом ребенка разошлись, но 2 года после развода он нас преследовал. Это ужас. Пока не попал в психический неврологический диспансер. Сыну 6 лет. Он помнит частично эти плохие события. Думает, что папа выйдет из больницы, опять начнется. Вчера прошла обряд, изучаю 1-ю ступень. Если обряд прошли, забудьте. То, что ребенок боится, говорит о его страхах. Вы должны обеспечить ребенку возможность не испытывать такие страхи. Найдите мужчину. Нужно ли мне что-то сделать для сына в эзотерическом плане? Ставьте энергетическую защиту. Ставя себе, представляйте, что ставите и ребенку. В прошлом году ему диагностировали астму аллергическую. Есть инурез, заранее спасибо. Астму лечить необходимо препаратом. Трангиновые капли, трангин, тарантел таблетки, кальций цитра, энурез препаратом энуретин. Также слушайте шум от астмы, он выложен в ютубе бесплатно. Очень много людей написало мне, что Андрей Андреевич, большое спасибо, вылечили шум от астмы. Андрей Андреевич, спасибо за бесценные знания. Алина Сан. Я ученица 1-й ступени. Что бы это значило? Обратила внимание на то, что в кругу моих подруг в основном девушки, которые ни разу не были под венцом, но дети у них есть. Мне 49, очень много лет в разводе, стараюсь не пропускать ваши вебинары. Это говорит о том, что подобное притягивает подобное. В случае, если женщина переживает по поводу того, что у нее нету и все подруги, то она обычно фильтрует таких подруг рядом с собой. Вот смотрите, как это устроено. Допустим, женщина, она страдает, женщина, она переживает, женщина, она там плохо одевается, имеет плохие зубы, там поправляется и там выглядит не очень хорошо и не очень дорого. После этого она мечтает выйти замуж за мужчину богатого. После этого мужчина богатый выбирает девушку, которая будет соответствовать чему? Скажите, какая одежда красивее? Красивая дорогая или красивая дешевая? Очень часто красивая дорогая. Какие украшения? Украшения сами по себе, чем дороже, тем красивее. Какая прическа? Если женщина вкладывает, то она, возможно, и получает, наверное, понимаете? И здесь такой вот момент. Получается, девушка, она верная, она ждет кого-нибудь, и там у нее в жизни все хорошо, но никто и ничто не тратит на нее деньги, понимаете? И после этого, конечно же, найти очень хорошего, хорошего, конечно же, она найдет. Но найти такого мужчину, который будет сразу же богатым, скорее всего, не получится. Потому что богатый выберет богатую. И здесь сразу же такой вопрос. Неужели нет выхода из этого всего? Конечно, есть. Я, как всегда, рассказываю такой анекдот в виде вот такой вот пословицы, которую я давал на 1-й ступени. Смотрите. Рядом с Кобзонихой, Кобзониха, с Лещенком, Лещениха, с певицей, там, с певцом каким-нибудь Меладзе, Меладзиха, с Путиным, Путиниха, там, с Зеленским, Зелензиха, с Дуйко, Дуйчихом. Таким образом, наверное, женщины и создают условия, при котором их мужчины расцветают. А что это за условия? Это интеллигентность. Когда я познакомился с Соней, у нас не было особого, каждый сам по себе зарабатывал много. Каждый сам по себе зарабатывал много, все было хорошо, в общем-то Соня хорошо была одета, я хорошо одевался. Мы были оба работающими,
У меня был бизнес, Соня работала в крупной компании, руководителем и так далее. И когда познакомились с ней, то мне понравилась она. И когда мы начали общаться, то первое, что меня удивило, это очень-очень хорошее отношение к мужчине, чего не было ни с одной женщиной никогда. Я могу сказать о волшебстве своей жены и ее матери, которая живет вместе с нами. Их волшебство заключается в том, что они чрезвычайно, очень хорошо относятся ко мне и детям. То есть это никогда меня никто не ругает, всегда меня поддерживают, всегда создается ощущение, что если что-то плохо, за мной пойдут, понимаете, всегда прислушиваются, я всегда стараюсь поддерживать своих женщин, понимаете, это большое счастье. То есть было необходимо обниматься, они обнимаются между собой, подходят ко мне, обнимаются. И это очень приятно, они создали условия, при котором хочется для них что-то делать. И это состояние, которое я называю женская интеллигентность, оно очень важно. Потому что красота красотой, почему я это говорю? У меня есть примеры из моей жизни, когда я начинал жить с женщиной, которая все время старалась материться, она старалась все время там кого-нибудь обсудить, то есть это выглядело так, у них все нормально, козлы они. То есть вот такое было, потому что у нее мама сидела, отец ее сидевший, мама родила от отца сидевшего, которого потом убили, бабушка, у нее муж был сидевший и так далее, и после этого я с ней не смог жить. Угадайте, почему не смог жить? Но она красивая, она душу тешит. А она агрессивная, у нее другой мир. Правильный мир или нет? Да он великолепный мир. Он просто правильный для нее, но неправильный для меня. Таким образом, этот мир у нас просто не совпадал. Мне хотелось интеллигентную женщину. Мне не хотелось жить с гопстопником, с вором, с каким-нибудь человеком, который разговаривает там словами чморить, кумарить или там забей, или то пошел ты и так далее. Мне хотелось женщину, которая бы так говорила. И когда я начал с ней жить, я окунулся в океан красоты. Я окунулся в океан красоты, потому что я хочу рисовать. Мне говорят, какой ты молодец, рисуй. Мне не говорят, как раньше, что зачем тебе это нужно, это денег не принесет, да ну его в жопу, все художники козлы, голубые и так далее. То есть все по-другому, понимаете? Можно слушать музыку красивую, можно совместно смотреть кино. Конечно, я становлюсь моложе и телом, и душой, и духом, и так далее. И мне это поддерживает, и могу сказать, что с такой женщиной и выздоровел. Потому что основная проблема была все-таки быть здоровым. Валентина Лунгу. Уважаемый господин Дуйко, скажите, пожалуйста, в каких случаях читать мантры и когда лучше коды? Я читаю мантры, но в некоторых случаях коды эффективнее. И коды, и мантры читать необходимо, но это особенность такая. В случае, если вы мантры читаете и прошли ступени, то тогда вам мантры читать не нужно. Стоимость одной мантры, допустим, стоимость одной мантры, энергетическая стоимость мантры, это там 10 монет. В случае, если вы читаете столько же по времени код, как мантру, то это то же самое, что прочитать мантру, но уже 100 или 200 тысяч раз. Поэтому и воздействие кодов во много-много раз мощнее. Эда Куск Менисте. Андрей Андреевич, здравствуйте, ученица вашей школы. Скажите, как помочь брату, на которого постоянно магичат, чтобы был послушным мужем и зятем? Подсыпают травки, одурманивают. Мы, семья, это знаем, но сделать ничего не можем. Закажите талисман от темной магии, оденьте на своего мужа и носите. Также есть такой вот обряд такой. Мужчина, он обычно дуб. Или мужчина орех. Вы должны найти дуб или орех, взять ленту. Эта лента должна быть, если мужчина родился, если мужчина земляной знак, то темного цвета, если огненный, красного цвета, если воздушный, синего цвета. На этой ленте нужно написать его имя и прицепить на... Не так. Имя не нужно писать. Нужно пойти в любое время к дереву, которое не растет в вашем дворе. Дерево, чтобы оно было мужского рода. И повязав эту ленту, на самом дереве чем-нибудь, краской какой-нибудь, написать имя вашего мужа. И сказать, любое зло, любой приворот, любая магия, какая бы ни была, идет теперь, и дальше сказать имя вашего мужа. Пока лента будет висеть, а ее нужно там привязать или приклеить, чтобы она висела подольше, или повыше зацепить, вся магия будет идти туда.
Также в случае, если мужчина получит от меня духовное имя, если он закончит первую ступень, то тогда на него любая магия действовать не будет. Добрый день, подскажите эзотерический способ от омрачений. Эзотерический способ от омрачений – это способ восхищения. Каждый день уделяйте этому внимание. Выбирайте время, выходите на улицу и начинаете, или находитесь дома и начинаете делать так. Ой, какая красивая книжка, ой, какой красивый столик. Ой, как приятно, мне это нравится. Ой, какая красивая коробочка. Ой, как. И начинайте это делать. Проходите первую ступень, я там об этом всем рассказываю. Ну, о чем вы? Какая ученица? Люба Ружницкая. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите. Мы посмотрели помещение под магазин. В бумаге он зарегистрирован как гараж. Уже несколько лет не можем его продать. Дело, как вы учили, представляла. Бабочек сидят и летают на крыше. Покупала домик игрушковый. Дарила девочке, произносила, как вы учили. Когда давала объявление, то все указывало, что продается помещение под бизнес. Нет, ну какой же это бизнес? Смотрите, вы помещение строили под магазин. Нет, вы помещение брали под стройку, не обманывайте себя. Поэтому вы его и продавайте под стройку. Есть несколько таких вариантов. Один из вариантов продажи — это удивление. То есть необходимо... Вот как работает этот магнит? Давайте я и об этом расскажу. Вот смотрите, один человек, тот, кто продает, ему нужно продать. Почему он хочет продавать? Потому что это ему не нужно. А раз не нужно, значит его это разочаровало. А тот, кто хочет купить, он хочет быть очарован, потому что ему это очень нужно. И как необходимо или что необходимо делать? Тот, кто продает, он должен быть очарован этим помещением. Он должен создать ментальную картину этого помещения так, как будто ему это очень сильно нравится. То есть... Как это делается? Приходите в помещение, ой, какие красивые стены, и как красиво расположено, и какая красивая штакетина, и как красиво находится. И вот это красиво, и какой же ты красивый пол, и первая плитка красивая, и вторая. Ой, как мне все нравится, и дверь такая красивая. Если это делать как медитацию, то после этого очень быстро продадите. Почему? Потому что человек, который хочет продать, значит ему не нравится, значит он разочарован. А тот, который купить хочет, он должен не от разочарования купить, а от очарования. Таким образом вы создаете это очарование, а человек, который покупает, очаровывается. Вот. Руслан Швед. Здравствуйте, дорогой учитель. Я женщина в декрете. Чем можно заняться, чтобы себя реализовать? Вяжите. Вяжите, сушите овощи. У меня есть очень интересная подруга, она из Украины. И когда ей было, она в свое время занималась, там, реснички клеила и так далее. А потом она вышла замуж, у нее появились детки, и ей необходимо было чем-то заниматься. И она вот решила просто купить сушильный шкафчик такой и сушить в нем фрукты и овощи. Насушила мешками и потом начала это все предлагать куда-то, продавать. И оказался у нее хороший бизнес. На сегодняшний день она импортер, экспортер и так далее. И угадайте, каким она бизнесом занимается. Она сушит то, что покупает. То есть она сушит овощи, сушит фрукты. Есть рынок сбыта этого всего. Это очень интересно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. При прослушивании некоторых мантр на ваших страницах у меня к горлу подходит ком и начинаю плакать. Они очень мне нравятся, хочется слушать каждое утро, но слезы текут каждый раз. Слезы — это очищение от грехов. Таким образом, это убирает у вас какие-нибудь состояния страдания. И при помощи слез человек выплакивает это. Обычно считается, что любая колкость или любая критика человека, любая обида, она откладывается прямо в самом сердце в виде иголки. Как будто в книжке про Кая и Герду, когда снежная королева подула и создала ледяную иглу в сердце у Кая. И он стал таким харизматичным, нервным, бешеным, бессердечным, немилосердным, злым, жестоким мальчиком. Так вот, она растопила. Считайте, что вот такие мантры, они растапливают вашу льдинку, которая находится в вашем сердце, и слезы, они выпускают вот этот холод. На самом деле так и есть. Когда человек смеется и когда человек плачет, он нагревается очень сильно. Почему? Потому что какой-то холод, который находился в середине его тела, начинает растапливаться. Всем этого желаю. Юлия Щербак. Здравствуйте, Андрей Андреевич, сыну 8 лет. Перестал слушаться, часто ругаемся. Он говорит, что не понимает, зачем учиться, и очень сложная у него жизнь. Хотя ему все объясняю по 100 раз. В этом и есть ваша проблема. Дайте мужчине свободу.
Как эзотерически повлиять на него? Не нужно влиять, дайте ему свободу. Сделайте так, чтобы этот ребенок был свободный. Сделайте так, чтобы у этого ребенка была свобода, и восхищайтесь тем, что вам нравится, то, что он делает. Зачем учиться? Я его прекрасно понимаю, у него нет примеров. Нужно говорить, что нужно его обучать, как зарабатывать деньги. Пусть родители будут примером. Старайтесь сделать так, чтобы у него было очень много обязанностей. Требуйте от него, чтобы эти обязанности он выполнял. У меня с мамой была интересная история. Моя мама в свое время делала два подхода к моему образовательному циклу. Первый подход был выплачивание суммы за каждую полученную хорошую отметку. То есть за пятерку она платила мне 20 копеек. За четверку платила 15 копеек, а в случае, если я получал тройку, а двоек я не получал, то я должен был ей отдать 50 копеек. Таким образом, у нас с ней был договор, что в случае, если приношу в дневнике хорошие отметки, я получаю от нее определенные суммы денег. А в случае, я зарабатываю плохие, то она тогда меня штрафует. Вы представляете, на меня это очень хорошо подействовало. Во-первых, я научился считать деньги. Во-вторых, я начинал понимать, что нужно быть активным в момент того, когда я обучаюсь и так далее. В Советском Союзе, мне так кажется, было легче учиться, чем детям, которые обучаются сейчас. Но, тем не менее, большое спасибо моей маме. Она очень мной занималась. И поэтому я вырос, наверное, умным человеком. Но она делала это и при помощи финансов. Также она очень социализировала меня. То есть она отдала на все абсолютно кружки, которые можно было отдать. То есть я занимался трубой, баяном, борьбой, карате, йогой, и там что только можно было. Ну и я тот, кто с 3 класса и по 10 класс этим всем занимался и никак не мог бросить, потому что мне это все нравилось. То есть это говорило о социологичности или возможности. Поэтому я считаю, также очень хорошие учителя были. В той школе, где я учился, были хорошие учителя. Мне очень понравилась учительница математики, когда она впервые начала нас... Когда я впервые пришел в 4 класс, потому что мы учились 3 класса, а потом перешли в 4 класс, это советское время было, учительница по математике, которая к нам пришла и начала преподавать математику, начала первый день вот с чего. Она сказала: а вы знаете, что все цифры связаны с планетами? Потом она начала рассказывать о том, как цифра 1 связана с Луной и так далее, цифра 9 с Солнцем. Я не знаю, откуда она это брала. Также сказала, что это очень связано с человеком. Потом сказала, что цифры вообще, они магические. И как бы мы ни плюсовали, ни умножали, и начала рассказывать историю прибавления и там дилеммы простых цифр. И начала говорить, что именно математика, она самая ближе всего человека приближает к Богу. Если понять математику, то человек может познать, что такое мир. Честно сказать, мы все начали заниматься математикой. Мы все абсолютно начали заниматься математикой, потому что это было очень интересно. Был историк у нас, была география, она была очень интересная. Была математика, она была очень интересная. Был немецкий язык. И было очень интересно. Но была плохая учительница по русскому языку, потому что от нее плохо пахло, потому что она все время была нервная, потому что она кричала. И никто из нас не хотел изучать русский язык. Никто не хотел читать русскую литературу, никто не хотел изучать русский язык. И все писали с ошибками. И у меня был уникальный класс, он был уникален тем, что все наши ребята, они очень хорошо разбирались в математике, все хорошо изучали химию, физику, точные науки. Но почему-то очень плохо у всех было с русским языком. А мы между собой называли учительницу русского языка русалкой. Ну, наверное, как и все. И она нам не нравилась. Но из-за того, что большому количеству детей это не нравится, она в дальнейшем стала нашим классным руководителем и над нами издевалась. Ну, а сейчас я это не вспоминаю. По поводу ребенка, в случае, если ребенок маленький и он мужчина, то у ребенка должна быть ответственность. Разговаривая с ребенком, вы должны говорить ему такие слова: я на тебя надеюсь, ты теперь, мы на тебя возлагаем надежды, ты являешься главным в этой семье и так далее. Ты должен защитить меня. Ну вот так вот нужно общаться.
Я 2 года в школе, Лора Кравчук. Прошла 2 ступени, слушая СНГ, что мы занимаемся тренажером по судьбе. После 1-й ступени прислушиваясь к вашему совету о том, что нужно работать на себя. Ушла с ателье и стала шить самостоятельно дома. Работаю с удовольствием. Много клиентов. Карантин подкорректировал все. И чтобы развиваться, я открыла интернет-магазин. Понемногу продаю свои изделия. Мне нравится креативить и творить. Конечно, я учусь, но так хочется, чтобы было больше продаж. Как успешно работать и продавать? Вы понимаете, все дело не зависит от вас. Все дело зависит о том, что вам необходимо конкурировать. А когда человек конкурирует, ему необходимо быть не просто специалистом, который выставляет свой сайт и думает, что его кто-то видит, а быть специалистом и вести Инстаграм страницу, Фейсбук страницу, еще и правильно постить в Инстаграм, еще и правильно постить в Фейсбук, еще и продвигать это все и так далее. Знаете, это сложный труд. Может ли эзотерика помочь? Вы даже не представляете, насколько может. Но дело в том, что все начинается с горба. То есть не стоит стремиться к тому, чтобы с завтрашнего дня много зарабатывать. Сосредоточьтесь, делайте свое дело и плавно становитесь специалистом. Вы плавно становитесь специалистом во всем. Недавно я выложил информацию, которая называется «Как продвигать себя в Facebook и в Instagram». Прочитайте эту книгу. В этой книге 100 страниц. На то, чтобы я специально эту книгу прочитал и посмотрел, насколько она интересна. Для того, чтобы ее прочитать, мне потребовалось почти 2,5 часа. Я немного в этом разбираюсь. И то, что сказано там, книга написана раньше, что-то совпадает, что-то не совпадает, но очень много разумного есть. Покупать свою аудиторию, одним словом, это работа. Это все работа. Больше продаж. Читайте мантры денег. Леся, добрый день, Андрей Андреевич, подскажите, какую практику мне использовать? Мне предстоит выступать перед жильцами нескольких многоквартирных домов и донести им информацию о преимуществах ОСББ перед ЖКХ. Как смешно. Ай, как смешно вообще. Живу в небольшом городе, многие боятся перемен. Я вам скажу по секрету, они правильно делают. Потому что преимущества ОСББ перед ЖКХ нет. Вам необходимо выступать. Вопрос был об этом. Для того, чтобы не бояться, вы должны представить, будто эти все люди, которые стоят, хотят вас обнять и поцеловать. Также, перед тем, как вы будете выступать, сделайте мое упражнение. Помните, я говорил хе, и после этого кай. И представить, будто вы прям разрубили что-нибудь там мечом. И после этого идти и выступать. То есть, если вы будете каждое утро себя подготавливать, становитесь возле окна и делать хе-кай. Или еще можно представлять себя очень большим существом, произносить многократно чень. Чень. Когда человек представляет себя, будто он больше и с мечом в руке, то тогда люди, которые попадаются в его жизни, хотят и прислушиваться к нему, и слышать его советы, и уважать. Таким образом, и страхи у человека уходят. Вот. Дарья Лысенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, почему повторяются события в моей жизни? Ну что ж такое? После прослушивания вашей информации становится не все так гладко. Как говорите, один телефон даже загорелся, теперь другой, но тоже постоянно разряжается. Постоянно такое впечатление, что я живу не своей жизнью. И вы абсолютно правы, уважаемая Дарья Лысенко. Люди в большинстве своем не живут своей жизнью. Об этом говорил даже Георгий Гурджиев. Он говорил о том, что люди в большинстве своем живут как роботы. То есть для них важно, что говорят соседи, им важно, что о них подумают. И они не делают то, что они хотят. Они не делают то, что они хотят. Они хотят то, что от них требует мир. Они хотят то, что требуют от них родные. И, конечно же, они запутываются, они прислушиваются, не сами решают, чем они хотят, что они хотят делать, чем они хотят заниматься, а прислушиваются там, что мама скажет, что подруга, с кем жить, а где же собственное решение. Человек должен быть сам инициатором и желательно создателем своей судьбы, создателем. Поэтому нужно, конечно же, к маме лучше прислушиваться. Потому что можно очень много насоздавать. Тем не менее, слышать и желание свои реализовывать. Все равно делать, как вы хотите. Тебе надо пойти на улицу. Вы говорите, а я не хочу. После этого, ты же все время хотела, а сейчас не хочу. Почему? Это огромный магнит. То, что мы ощущаем в середине себя, и то, как мы относимся, то, что мы проговариваем про себя. Допустим,
я проговариваю про себя все время: был нах, был нах, был нах. Эти козлы, эти уроды, эти дебилы, это шпана. Я таким образом формирую тот мир, который вокруг меня находится. То есть я в шкале счастливости могу упасть в самый низ самых несчастных людей и в самый верх самых счастливых. Почему? Когда человек счастлив, почему он счастлив? Ну, допустим, деньги у него есть, работать ему не очень много нужно, это тоже есть, он обеспечен до конца жизни, он живет радостно. У него хорошая семья, там есть дети, есть муж там, и так далее, есть автомобиль. И он знает, что каждый день ему приходит там, материальное благополучие, не боится там, сесть, потому что он не ворует, а зарабатывает. Не так, как власть в большинстве своем. И после этого он, в общем-то, счастлив. Ругается, он не хочет никого ободрать, знаете, у него хорошая жизнь. И человек, который так живет, в середине его все время теплые эмоции, там, обнять, поцеловать, погладить, там что-нибудь приятное посмотреть, создать что-нибудь хорошее и так далее, для близких что-нибудь сделать, для себя что-нибудь сделать приятное. И количество эмоций, которые возникают у него вот здесь, их много, у него даже речь вот здесь в середине, она приятная. Когда же человек начинает жить и у него все время борьба, он опускается, алкоголь, переедание, недосыпание, желание, нежелание. Там, если рассматривать жизнь, то жизнь является школой. Поэтому человек должен выводы какие-нибудь делать. Ну вот, допустим, как обычно, и в чем виновата религия, допустим. Что она с нами сделала? Религия говорит, особенно христианская, она говорит: если тебя кто-то обидел, то обязательно прости этого человека. И обычно людей так и воспитывают. Они начинают расти, и после этого с женщиной жил мужчина, допустим. Этот мужчина издевался над ней, издевался над ее ребенком. И после этого эта женщина, зачем он с кем-то издеваться с другими женщинами, которые ему все будут прощать? А если бы эта женщина сказала, что какой козел, его ненавижу и думаю о нем, все время говорит: козел, ублюдок, урод, то такие бы мужчины в ее жизни не попадались. Почему? Если школа жизни дана ей и дан такой мужчина, то она должна сделать вывод, что такой мужчина ублюдок, урод и дебил, и с ним больше жить, с такими мужчинами, как он, нельзя. И она не будет, то такие мужчины бы в ее жизнь не попадались. Но, как правило, обычно это бывает. А там, Валентина Григорьевна, займите мне, пожалуйста, вы такая красивая, такая хорошая, а мне надо срочно деньги, займите мне, пожалуйста, $5000. Она: ой, я хотела сыну на институт, но займу. Он: а я тебе за это буду по $500 каждый месяц отдавать 3 года, а потом отдам $5000. Она посчитала. Точно, если он по $500 будет отдавать, то за 12 месяцев 6000, а через 2 года 12 тысяч, а потом еще и 5 17. Вот это 17 тысяч 5 отдам, а 12 получу. Вот это да. То есть она себя фактически обманывает, и этот мужчина тоже обманывает. И она его обманывает, потому что это несправедливо так драть у мужчины, но он как бы сам соглашается и так далее. То есть такой обоюдный обман. И она ему занимает деньги, но он ей не отдает. Она после этого говорит: ладно, я ему все простила, пусть ему на таблетке будет, он мне все равно не отдает, негодяй. После этого находится еще один, который занимает, Они будут находиться все время, потому что те, кто занял у вас, нужно было сказать: я не занимаю деньги, потому что меня вот эти козлы, которые занимают деньги, вечно кидают. Я не занимаю, потому что это всегда кидалово. Так это так и есть. Если сейчас у людей, которые живут на планете Земля, задать такой вопрос: люди, скажите, те люди, которые у вас занимали деньги, они вам отдали, то получится так: из 100% людей, которые кому-либо занимали деньги, деньги отдали в полной мере и по всему, и по договору, если он присутствовал, ну максимально 3%. Я думаю, что меньше. Потому что берут чужие на время, отдают свои навсегда. Именно поэтому очень часто люди специально кидают. Это так распространено, при этом идут, это манипуляции. То есть, что такое аферизм? Аферизм, согласно закону, там, неважно, закону, это войти в доверие человеку или втереться в доверие, и после этого этим воспользоваться. Таким образом, втерлись в доверие, создали манипуляцию, она может быть слезы, трудности, помогите. Вторая манипуляция: я тебе
дам, ты заработаешь, и у меня бизнес получается. И первое, и второе заканчивается плохо. Потому что если у человека все хорошо, ему деньги в долги, взаим брать не нужно. Почему стране нельзя брать деньги в долг? Почему нельзя деньги брать в долг? Потому что мы знаем, что такое в долг. Потому что когда человек берет в долг, то первое, нужно, чтобы кто-то отдавал. И второе, если это в долг, то уже плохо в семье. И уже плохо в бизнесе. Потому что если оно падает и разрушается, лучше не брать в долг. Лучше оно уже разрушится и забросить это все. Ирина Кадатка. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если метод применения, который сейчас, чтобы в следующей жизни ваш ученик нашел вас, вы все найдете меня. Из жизни в жизнь я буду иметь такое же красивое лицо, как сейчас. И буду похож на себя. Такой же, с вытаращенными глазами. Мой учитель когда-то мне сказал, тебя можно определить по глазам. Когда я нашел того человека, кем я был в прошлой жизни, я удивился тем чертам, насколько были похожи глаза и чертам лица. И ранее, когда учитель мой сказал мне, кем я был, я нашел тоже фотографию этого человека и был шокирован, потому что это очень-очень похожие люди. Я не знаю, как это устроено, но глаза у всех вытаращены, как у меня. Ну, нос поменьше. Почему нос большой? Сейчас, когда я уже выздоровел, я позволяю себе и спорт, и позволяю себе диету, и позволяю, конечно же, я вес уже сбросил, там килограмм 10, наверное, и еще не предел, и обещаю дальше выглядеть хорошо. А вот лицо осталось. Почему? Особенность такая, украинские мужчины, они все щекастые, все чулискастые, а у меня еще и греки, и евреи в семье, знаете, поэтому греческо-еврейский нос, украинские щеки, как положено все. Но кому мы не нравимся, как известно, у того нет вкуса, друзья мои. Поэтому кому мы не нравимся, пусть идут себе к тем, кто им нравится. Вот и все. Лариса Гусь. Уважаемый Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, после обряда раскрещивания нужно ли дополнительно проходить какой-либо обряд, если мужем были обвенчаны в церкви? Не нужно. С мужем живем и расходиться не планируем. Правильно. Никакой информации на тему пока не нашла. Живите, ваша жизнь будет прекрасная. На прошлой неделе, Ирина Маркова, на прошлой неделе читал на четках 110-108 раз. На следующий день осталась только немного слабость. Настроение было хорошее, даже радостное. Я с удовольствием занималась практикой. Вопрос, что я сделала себе таким заклинанием. Может, нужно что-то отменить? Заранее большое спасибо. Вы просто должны знать, что любые эзотерические заклинания, а также любая эзотерика, она связана с нашей тратой, энергетической тратой энергии. Нужно было это делать. Я же этого ничего не говорил. Очень часто человек начинает нырять в астральный мир или еще куда-нибудь. Всегда я говорил такие слова. Читайте и думайте о чем хотите, но читайте с открытыми глазами, чтобы никуда не попадать. А еще мои заклинания, они в принципе созданы для учеников школы Кайлас, которые прошли ступени. Хотя бы первую, вторую, ну хотя бы бесплатные. Прочитать 108 раз заклинание, это как прочитать сотню мантр сотни тысяч раз. Поэтому вы просто такое вокруг себя создали. Будьте аккуратны, ученики мои, будьте аккуратны. Эзотерика, она очень мощная. Ту эзотерику, которую я даю, она очень эффективная. Это отличается от правдиной и от всех остальных. И от Чагьямов, и от Нарбаков. Елизавета Карпенкова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо большое за ваш труд и помощь людям. Ученица первой бесплатной ступени. Подскажите, если можно, в какой сфере себя лучше реализовать? Если будет хорошо получаться, преподаю вокал. Работаю в детской музыкальной школе. И дальше начинайте преподавать вокал. Делайте интернет-курс вокала. Также обучайтесь играть, пойте и выставляйте это в YouTube. Все будет у вас получаться. На данный момент декрет. Ничего страшного. Вокал и музыка для вас это очень хорошо будет. Продолжайте. Вы правильно все делаете. Ольга Шмырина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо за вчерашний обряд. Очень рада. Много лет не могу забеременеть и пользуюсь всеми практиками, что нашла у вас. Прохожу первые ступени, но результата нет. А возраст поджимает. Может, обряд сделаете, кто хочет стать мамой. Сейчас, если у меня есть фломастер, я нарисую символ сейчас, который необходимо использовать для того, чтобы забеременеть. Ага, сейчас я его нарисую.
Вот такой символ можно нарисовать, и с таким символом можно работать, смотреть на него. Скоро я выпускаю книгу «Символы». Там будет в этих книгах символов обряд, как забеременеть вместе с мантрой. Дождитесь, она уже со дня на день должна выйти. Также препарат Корунешкин Скин. Продолжайте пить. Скажи, пожалуйста, ребенок дошкольного возраста не хочет ни читать, ни писать. Как выработать желание? Ответил. Можете купить символ какой-нибудь для обучения. Очень помогает. Я своему Славику одел, очень-очень хочет учиться. Отличник, очень хорошо учится, очень нравится. Не хотят учиться, потому что очень вспыльчивые, очень агрессивные. Сейчас дети не могут учиться, они сидели дома. Всегда помните, что ребенку для того, чтобы его сознание работало, необходимо в день не менее 1600 калорий отдавать. Всегда помните, что когда вы даете сладкое ребенку, он должен это сладкое отпрыгать. Если дать сникерс ребенку, он должен не менее 2,5 часов бегать. Непрерывно причем. В случае, если он каждый день получает конфеты и печенье, он будет весь дерганый, он не сможет сидеть перед телевизором, он не сможет быть таким же свободным, как вы. Ему нужно будет успокоительное давать. А сейчас некуда пойти. Люди в городах живут, выходят, и некуда детям этим деваться. Они на своих самокатах бедных по проезжим частям там. Детей нужно вывозить. Сейчас каникулы начались. Вывезите ребенка куда-нибудь в деревню. Лучше он в деревне грязный будет скакать там на одной ноге, на двух, с гусями и поросятами. Чем он будет сидеть дома в чистоте перед телевизором и смотреть вот этот маразм, который там из телевизора этот вытекает. При этом съедать еще конфетки, жвачки, конфетки и так далее. Чего делать ни в коем случае нельзя. Марина, спасибо. Вы говорили, что душа часто обманывает, основываясь на чувствах. Ей не всегда можно доверять. Скажите, пожалуйста, как различить интуицию и что говорит душа? Интуиция — это то, что пришло утром во время медитации. Если это пришло, можно использовать во время того, когда очень спокойно. В случае, если интуиция ваша сработала после того, когда вам что-то рассказал кто-то, и вы решили, что так правильно, не верьте. Потому что это вы попались не на интуицию, а на манипуляцию. Прямо вас начали обманывать. Человек очень часто путает интуицию и манипуляцию. Что такое интуиция? Человек зашел, а вам уже не хочется с ним общаться. Вот это интуиция. Или человек зашел, а вы на него посмотрели и говорите, да, этому человеку доверять нельзя. Но это тоже не всегда правдивая информация. Сергей Пустовой. Вообще я считаю, что недоверие хорошая черта для человека. Она позволяет человеку в целом не попасться на крючки манипуляторов. Сергей Пустовой. Добрый день, Андрей. Спасибо за ваш труд, внимание, оказанное нам всем. Пожалуйста. Хочу спросить, как с помощью эзотерики развить уверенность в подростке 12 лет, стеснительный, скромный, пасует перед сверстниками. Обязательно проведите антигельминтную программу раз. Давайте этому ребенку магний, обязательно давайте ребенку магний, обязательно проведите противогельминтную программу. Дальше, отключите программы там, где можно использовать или каналы, там, где есть эротика и есть... эротизм и есть порнография. Это обязательное условие, потому что если дети рано начинают заниматься онанизмом, то у детей появляется истечение тестостерона, особенно у мальчиков. В случае, если этим девочки занимаются, то будут поправляться. Но с девочками не так все страшно. А с мальчиками, в общем-то, страшно, потому что у мальчиков, когда истекает тестостерон, то не хватает энергии. Тестостерон создает у мужчины харизматичность, решительность, отважность, бесстрашие и так далее. Что дает мужчине тестостерон? Большая физическая активность. Заставляйте ребенка приседать, бегать, отжиматься от земли и так далее. Активность для ребенка после 12 лет очень важна. Занимается ли физической активностью мой ребенок? Каждый день велосипед, каждый день приседает, отжимается. У нас сад большой вокруг дома, и вот он вокруг дома, один круг полкилометра. Вот 3 круга, и бабушка за этим следит каждое утро. При этом всегда, в случае, если никто не бьет ребенка, он уже такой большой у нас, и когда был маленький, тоже никто не бил. Но у нас всегда было так: отжимайся. То есть у нас ребенок знает, что если он что-то сделал не так, он будет отжиматься. То есть у него всегда отжимайся. Да, знаете, как в армии, если ты не можешь отжиматься, все, 30 раз отжимайся. Если 10 раз отжался и не может, то ему говорят, приседай еще 20 раз. И он старается отжиматься потом, потому что приседать тяжелее, чем отжиматься.
Ну вот так. Стеснительным перед сверстниками не будет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, моему внуку что делать? Проведите с ним обряд. Я этот обряд буду давать на следующей неделе, буду его давать в четверг. Это обряды, которые дают человеку харизматичность. Это обряд перерождения из Ямарацы в Амитабху. Очень интересно. Добрый день, Андрей Андреевич. Моему внуку 13 лет. Учеба на карантине дала отрицательные результаты. Я уже ответил. Исчезла охота за шизофренией. А до этого нет. В этом и проблема идентификации и лечения таких людей. Вадик Вагвадас. С женой в разводе, 2 деток. Духовно развиваясь, вижу, как ей тоже везет и меняется. Я не против. Какая у нас связь? И это навсегда? Нет, это не навсегда. А вообще хочу вам сказать, если развелись, то не лезьте. Правда, это нехорошо. Влияет на нее? Скорее всего, нет. Если на нее влияет, это говорит о том, что после вас у нее ни одного мужчины не было. Связь такая прервется, когда у нее произойдет связь с каким-нибудь мужчиной, и связь эта с вами закончится. Так, может, ждет вас. Дарья Лысенко, здравствуйте. Может ли дом влиять на владельцев? Может. Занимайтесь эзотерическими чистками дома. Помните, Омма Бихнентатрита Хумхэтум Супашута Сарва Тамасупашутахан, запечатывание Омма Хумхахри и так далее. Может быть такое, что после прослушивания шумов с закрытыми глазами сознание... Какие закрытые глаза? Да я все время говорю, Дарья Лысенко, проходите мои ступени, я все время говорю, все делайте с открытыми глазами. Татьяна Макряк, люди не слышат, это бесполезно. Я сейчас сказал ей, все равно будет делать закрытыми. Здравствуйте, мой учитель Андрей Андреевич. Татьяна Макряк спрашивает. Спасибо большое за ваш вчерашний обряд. Я как будто родилась заново, хочется что-то сделать, но вот сижу дома на пенсии по выслуге, как бывший медработник. Не знаю, чем заняться, как помочь семье. Я сегодня говорил, сушите овощи. Сушите овощи, продавайте их на досках бесплатных объявлений. Делайте из овощей там какие-нибудь сушеные супы, я не знаю, там. Сушите ягоды. Смотрите, можно купить книгу «Лекарственные растения». После этого пойти в лес и насобирать лекарственных растений. Какие сейчас есть? Чистое тело, сейчас есть грибчага, сейчас очень много, сейчас был наперстянка, там всего вообще хватает. Лес. Можно собирать шишки, из них тоже делают лекарственные растения. Это все можно на протяжении года продавать. Правда я вам говорю. Насушить и потом продавать. В коробке сложить, после этого в интернет написать, что я продаю лекарственные растения оптом и недорого их продавать. Как так люди не могут найти себе, что делать? У меня родственник есть. Он делает в тестомесе тесто, потом выкатывает очень тонкий такой, очень тонкую такую трубочку, из нее потом отрывает ее, вот так скатывает и вот так вот пальцем проводит по деревянной доске. Что это такое он делает? Он делает вот это тесто из рисовой муки и продает ракушки из рисовой муки. Потом это подсушивает просто на открытом воздухе, и у него продаются эти ракушки. Покупают ли они? Такого нет. А многие люди, он сам мне показывал, он берет эти ракушки и бросает в масло. И они раскрываются, вы представляете, становятся красивыми такими, как печеньки. Такой вот, как попкорн такой получается. Очень приятно. Готовый вид бизнеса. Кристина Мавромади. Уважаемый Андрей Андреевич, спасибо, что отвечаете на вопрос. Подскажите, мы с молодым человеком вместе, не вместе. Всегда возникает препятствие между нами для встречи. Как это препятствие устранить? Ой, я вас прошу. Скажите вашему мужчине, что у вас появился другой. Он от вас не отползет, если есть не может вообще отползти. Веслом будут бить, отползти не сможет. А так препятствие, такая любовь. Здравствуйте, дорогой уважаемый Андрей Андреевич. У любимых, посмотрите, есть фильм такой «Алешкина любовь». Его когда-то снял, я не помню, сейчас я вспомню обязательно этого режиссера, по-моему, Захаров, возможно, да. И у него, или даже Данелия, и очень интересный такой фильм, там Алешке понравилась женщина. Она ему понравилась очень сильно, она работала тем человеком, который открывает и закрывает на дороге шлагбаум. Мой Слава говорит шлагбаум.
для того, чтобы поезда проезжали. И этот Алешка, вначале он этой девушке очень понравился, любовь была взаимной, и он начал за ней ухаживать, улыбаться и так далее. А сам он работал, по-моему, строителем. И их строительную бригаду сначала перевели за 7 километров, но он приходил все равно к этой девушке. Каждый день, когда он приходил с работы, он вставал, шел пешком, приходил к этой девушке, стоял с ней, разговаривали, целовались, потом шел обратно, 7 километров. И так каждый день. А потом началась зима, он зимой ходил, а потом началась, их перевели на 20 километров. И он шел пешком 20 километров. И ему на это нужно было, правда не часто, раз в неделю. И мужчины начали над ним издеваться и так далее, начали смеяться. И один мужчина заступился, он сказал, да вы даже пальца не стоите по отношению к этому Алешке. Потому что Алешка настолько сильно любит, что он ради этой женщины готов идти 20 километров. А вы, ну и что от того, что у вас много женщин, вы любви не познали. Это такая особенность. Если любишь, то будешь находить возможности всегда. А если не любишь, будешь голову морочить. Алена Савченко. Здравствуйте, дорогой уважаемый Андрей Андреевич. Спасибо за знания, за солнечную энергию, которую вы дарите. Прошла первую бесплатную ступень, проходила волшебный семинар. Это просто чудо. Хотела спросить, мои родители недавно купили квартиру. Светлое, хорошее, мне не хорошо находиться, дети туда тоже хотят. Но недавно родители узнали, что там повесился хозяин, но при покупке хозяина об этом, конечно же, не сказали. Теперь они сильно расстроены, но очень переживают. Как можно эзотерически помочь? Возьмите мелочь. Разменяйте ее, допустим, 100 рублей или больше. Пусть эта мелочь в том месте, где этот хозяин повесился, полежит. И на следующий день рассыпьте эту мелочь в вечернее время по всему району. Ничего при этом не произносите, когда это сделаете, возвращайтесь домой. После этого будете жить, и никогда никакая энергия на вас не повлияет. Все будет хорошо. Надежда Корбут. Я прошла 2 бесплатных ступени, приобрела Сангай Шумы семинар, быстрое замужество, практикую почти год. Очень важно, ваше мнение, ситуация не решается, что еще может мне помочь? Ее решить. Спасибо вам за то, что вдохновляете. Еще один вопрос. Могу приобрести вторую обновленную ступень, не приобретая первой? Можете, конечно. Я ничего не понял, что вы меня спросили, какая ситуация, не знаю. Почему у пожилого человека икота времени от времени? Потому что у него высокая кислотность. Как избавиться от храпа? Вообще я могу сказать, что избавиться от сотни заболеваний несложно. Каким образом? Убирайте глюкозу из рациона питания, на ночь перед самым сном выпивайте 1 чайную ложку соды, залитую холодной водой, а утром, когда просыпаетесь, натощак выпивайте 1 столовую ложку уксуса яблочного на стакан воды. Если у вас повышенная кислотность, то после еды, но обязательно я должен вам сказать, если после такого принятия уксуса у вас вспотевание, вам жарко, начинает болеть желудок с правой стороны, то не делайте этого, но соду оставьте на ночь. Также именно сода может убрать икотку, которая возникает время от времени. Икотка может быть как пониженной кислотностью, так повышенной. Что необходимо сделать для того, чтобы икотки не было? Необходимо 4-й и 5-й палец вместе потянуть очень сильно. Потянуть. Без соли вы напрасно даете. Наоборот, увеличьте количество соли. Но не знаем, как врачи говорят, что ничего давать нельзя, к сожалению, сейчас у многих деток дерматит. Еще один вопрос. Мне после вашего последнего заседания ночью приснился сон. Есть какая-то печать, состоящая из 3 колец. Одно в одном, и там из колец есть вместо камня, как будто чип с информацией. Там какая-то ошибка. Вообще, в последнее время начали сниться сны, очень необычные с этой информацией. Не знаю понять, чему это. Ну вот вы мне сказали, теперь я знаю, к чему это, и понял, о чем вы сказали. Это информация для меня. Спасибо, Анжела. Но все-таки с этим дерматитом. С испокон веков детей всегда поили чередой с крапивой, а также их купали в череде с крапивой. А также нужно давать ребенку соль. Вы представляете, врачи не обнимают и целуют, и вам от этого тепло. Таким образом у вас будет появляться вера в себя. Также поставьте какую-нибудь идею, как главную или целевую. Говорите, я это делаю ради детей, я это делаю ради будущих детей, я это делаю ради будущего в своей жизни вот такого. И у вас будет самооценка подниматься. Юлия Шаламова. Дорогой Андрей Андреевич, напишите мне в инстаграме по поводу шума. Добрий день, Андрій Андрійович, Валентина Веремчук. Дайте пораду, як постійно підтримувати душевний спокій. Медитируйте по утрам. Садитесь и ом не надо говорить. Просто смотрите, веки полузакрытые.
Пейте мой препарат Сирантал или проходите мою первую ступень школы Кайлас, желательно обновленную, все станет на место. Можно себя запечатывать и произносить Ом Ахум Хахури, Ом Ахум Хари, сразу же будете успокаиваться. Там есть еще метод медузы, там много всего есть. Скоро день рождения, если можно, подскажите какой-нибудь обряд в этот день. Радуйтесь как можно сильнее, много есть и спать, да, я обычно это и советую. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, Татьяна Илюча. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, прошла первую бесплатную ступень, восхищаюсь вашими учениями. Слушаю все ваши семинары и видео, не прошла посвящение в ученики школы. Скажите, ваши золотые талисманы, браслеты могут носить только ученики школы, они будут работать с детьми. Любой человек, одевая мой талисман школы, независимо от того, кто его купил, этот талисман с человеком будет работать. Всегда. Смело одевайте, смело носите, все будет работать. Со всеми работают. Они созданы для всех людей. Шумы, которые я выкладываю в интернете бесплатно. Вы будете проводить обряды от зависимости, такие, чтобы можно было подключить близких без их ведома. Да, буду проводить. Хотите, проведу. Я как-то видела ваше видео, где вы пугали тем, что мы станем вашими энергетическими рабами. После этого боюсь применять методики. Насколько безопасно использовать то, что выложено в YouTube. То, что выложено в YouTube, бесплатно можно использовать. То, что выложено в складчиках, пользоваться этим не стоит. Люди меняют идеи, которые я даю, переворачивая их под себя. Ну, я же не так там сказал, правильно? Шумы действуют потрясающе. Вы даете так много полезной информации, которую нигде не найти в книгах. Как я рада, что однажды познакомилась с вашей философией. Спасибо. Андрей Андреевич, куда правильно деть накопленную коробку с мелочью? Мы загадывали желание. Возьмите большой кувшин, туда засыпьте. Положите драгоценности какие-нибудь, обмотайте, и это будет для вас ваза-бомба. Поставьте в спальню. Каждый день возжигайте возле вазы палочки и говорите, это для благополучия моих детей, это для моего благополучия. Относитесь к вазе-бомбе с уважением. Или мешочек пересыпьте. Добрый день, спасибо вам за ваш труд и знания, которые вы передаете нам. Я хотел узнать, что получить посвящение, что мне надо делать. Просто 2 ступени бесплатно. Посвящение только не сегодня. А на следующий вебинар, если он будет, я проведу. Ира Какасикир. Андрей Андреевич, здравствуйте. Я с вами недавно, вчера на эфире присутствовал. Спасибо огромное за знание, философский взгляд, мир. Мой вопрос. Я после вчерашнего эфира встревожен. Это нормально? Да. Странное ощущение внутренней тревоги. Я впервые. Может, это связано с чем-то. Внутренние духи борются за то, чтобы захватить вашу душу. И вот эти внутренние духи создают эту тревогу. Наоборот, радуйтесь, не сидите дома. Выходите, слушайте прекрасную музыку, обязательно потанцуйте, выпустите из себя вот этот жар. Добрый вечер, Андрей Андреевич, прошла ступень, и теперь я могу получить духовное имя. Куда отправить просад? Вы можете отправить просад, перейдя на мой сайт, который называется duiko.guru, официальный сайт эзотерической школы Кайлас. При этом вы можете нажать на кнопку, перейти в вебинарная комната и нажать на кнопку, какая там кнопка, поблагодарить, да? Поблагодарить, наверное, поблагодарить Дуйко. Это и будет вашим просадом. Здравствуйте, Андрей Андреевич. 3 дня назад приснился сон, в котором были вы и ваша доченька. Спасибо. Она подарила вам подарок, красивые цветы и что-то еще. Вы сказали, чтобы я не уходила из вашего дома. Помню, вы говорили, что сны не важны. Но после этого очень приятного и светлого сна у меня начались приятные события в жизни. Я рада, спасибо вам за то, что вы делаете. Абсолютно любое просто упоминание о вас это всегда благо и нескончаемая радость. Я считаю, вас невозможно переоценить. Ваша школа гениальна, очень нужна. Вы настоящее достояние. Спасибо, сон ничего не значит. Если хороший, к деньгам, если плохой, к большим деньгам. Здравствуйте, Андрей, чем можно помочь внучке эзотерически сдать ЗНО? Ставите вот так ручки и говорите, скоро ты сдашь ЗНО, скоро у тебя будут, каждая дверь откроется, и в жизни твоей все появится. Это называется метод выпрашивания. И пусть у тебя все дети к тебе хорошо относятся и так далее, и так далее. Делайте это 2-3 раза в день, и у вас сдаст ЗМО. Вы выпросите ЗМО. Татьяна Пьехота. Андрей, Пехота. Татьяна Пехота, на английском написано. Сейчас много людей в депрессии. Не надо так людей объединять. Я, допустим, не в депрессии. Моя семья не в депрессии. Мои знакомые не в депрессии. Зачем вы так обо всех?
Возможно, в депрессии находятся те люди, которых вы знаете, а это говорит о том, что вы в депрессии. Создавайте радость и счастье в своей груди, и вокруг вас будут люди, которые создают радость и счастье. Как вести себя, если муж уже 3 месяца на таблетках и все равно в депрессии? Как можно помочь ему и себе оставаться в позитиве? Читаю мантры, слушаю шумы, начинаю 3-ю ступень, говорю, что скоро все наладится. И все-таки, как ускорить выздоровление от депрессии? Выздоровление от депрессии как вообще депрессия — это очень широкоформатное заболевание. Почему вот депрессия возникает? Потому что нет эйфории, нужна какая-то радость. Раньше это были, возможно, интимные отношения. Это что может давать радость человеку? Автомобиль может давать, переезд куда-нибудь. Самое простое от депрессии — это куда-нибудь поехать, путешествовать, оденьте рюкзаки, поедьте рыбу, начните ловить, за грибами пойдите. Какая депрессия весной? Всех в сад, на огород, куда-нибудь к речке, костер, гитара. Возьмите друзей куда-нибудь на сабантуй. Если нервный, там, двор почистим. Если есть война, как лечить от депрессии? Устройте дома войну, кричите каждый день по 20 минут, и не будет никакой депрессии ни у кого. Почему? На войне никто депрессиями не страдал. У меня была когда-то очень удивительная встреча с человеком, у него фамилия была Лурия. Он был очень уникальным человеком, он во время Великой Отечественной войны работал врачом, психиатром, при этом говорил мне очень интересные вещи. Я с ним разговаривал долго, я даже хотел тогда это снять на видеокамеру. Плохо, что это было в такие времена, когда не было вот таких телефонов, нельзя было это снять. Тем не менее, очень-очень интересный, известный, кстати, человек. И я когда с ним разговаривал, мы в очень хороших отношениях были. Я ему помогал очень долгое время, там, его семье, дочери. И могу сказать, что этому человеку очень много чем обязан в своей жизни. Он мне сказал когда-то такую фразу. Он сказал: во время Великой Отечественной войны люди не болели депрессиями никогда. Те, которые были на войне. Потому что им было некогда, потому что они были все время в стрессе. И он говорил: по моему мнению, стресс может лечить депрессию, Андрей Андреевич. И вы знаете, он прав. Любой стресс может лечить депрессию. Поэтому если человек раскис, если у него депрессия, его можно, извините, конечно, что это говорю, создать для него элемент стресса. Стресс уберет депрессию. Он говорил: а те стрессы, обычно депрессии не было, люди просто сходили с ума. А с ума сойти — это уже шизофрения, это не депрессия. Вялотекущие депрессии, которые вот существуют, это депрессивные эпизоды, панические атаки. Они обычно связаны с бездейственностью, с повышением глюкозы, с повышением инсулина, с повышением холестерина. И имеют, как правило, аутоиммунный или аутогенный характер. Но могу сказать, что самый простой способ эзотерический — это вот просто создать условия войны. То есть там побить что-нибудь, знаете, там что-то создать такое. Депрессия может быть от разочарованности, может быть, так вот очаруйте. Вы наше человечество, спасибо. Вот вчера готовилась заранее к обряду откупа зла, все настроил, настало время эфира и понеслось, интернет попал. С 3 точек не получалось зайти. Это так злые темные силы сражались за вас, Мария Маликова. С тех точек не получилось зайти, вышла на веранду, там уже присоединилась к вам, до этого работала как часы. Получилось быть с вами в эфире совсем чуть-чуть. Вот это что? Злища во мне выше крыши, что не пускала вас. Или я такая редиска. Я в своей школе всегда говорю так: а какая разница, кто мы и что мы сделали в нашей жизни? Нам же все равно придется жить. Мы изменились, мы изменяемся. Есть ли силы, которые не хотят, чтобы мы изменялись? Ну, конечно, их много, их большинство. Конечно же, эти силы мешают. Но ничего страшного. Нужно. А там какие вы? Ой, друзья мои, вы со своими редисками и со своими злищами в рай попадете. Все в порядке. Вы попадете в рай, потому что вы во многом гораздо лучше многих верующих. Конечно, просмотрела обряд записи, а так сработает. Он работает записи и будет работать сегодня, завтра, в понедельник, вторник, аж в среду я программу закрою. Эмоции зашкаливали, почему-то все, кишечник встал, к утру все восстановилось, все в порядке.
Кишечник встал — это программа, установленная родителями на общую нищету. Наталья Найден. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Хочу вам сообщить, у меня на днях с меня слетела зеленая нить на их проблемам. И потом я сказал на вебинаре, который был посвящен тибетской формуле, что нужно носить на правом запястье красную нить, она убирает заболевания. Нонсенс такой получился, диссонанс. С одной стороны я сказал, что не нужно носить, а с другой нужно носить. Но дело в том, что вы просто не дослушали до конца вебинар. А я там говорил, что людям здоровым нельзя носить красные нити, потому что они приведут к нищете, бедности и к заболеванию сердца. А вот больным людям можно носить на правом запястье красную нить, она уберет гипертоническое заболевание сердца. Вот так. Поэтому дилеммы и противоречий никаких. Большое спасибо за шум с вибрацией, когда прослушала первый раз, как будто что-то хлопками попохлопывать, но с аппаратом все равно хожу. Спасибо большое. Ну ничего, скоро будете выздоровленными. Добрый день, Андрей Андреевич. Светлана Шацьких озерах, да, Шацьких. Підскажіть, будь ласка, що найкраще подарувати в нову квартиру для сина та його сім'ї? І ще таке питання, гості приходять аудиторично. Подарувати, самое лучшее, что можно подарить мужчине в его новую квартиру, это дорогая посуда. Это очень-очень правильно. Будет дорогая посуда, будет дорогая жизнь. Будет дешевая посуда, будет дешевая жизнь. Наталья Красовицкая. Здравствуйте, учитель. Можно ли эзотерически повлиять на то, чтобы мужчина начал мыться, а не местами создавал видимость? Если человек на протяжении своей жизни бодрствует ночью, а днем, когда работа на автопилоте, кое-как проживает свой день, нужно ли? Уберите глюкозу из рациона питания, купите мой препарат капли для сна, будет спать. Если можно, как это эзотерически изменить? Ведь его жена всего одна. Спасибо за ответ. Всех благ. Мужчины очень воспитуемые люди. Мужчины очень воспитуемые люди. И очень брезгливые. Есть обряд такой, он очень смешной. В ноги мужчине нужно положить кукурузу сырую, такую засушенную, старую. В случае, если кукурузу положить, то мужчина начинает очень сильно чувствовать от себя запах. А еще восхищайтесь тем моментом, когда он покупается. А еще не ругайте его за то, что он не купается. И тогда он начнет мыться. Сейчас не хочет мыться, ужас. Татьяна Заболотная, Тамада. Что будет после пандемии? Что ждать? Ищите мой вебинар, который называется «Кризис и как из него выбираться». Что будет после коронавируса и как из него выбраться? Я его проводил, по-моему, 4 вебинара назад. Богдана Ткачева Чучура. Андрей Андреевич, интересует вот такой вопрос. Влияет ли на судьбу человека положение Луны в день его рождения? Нет. Растущее, убывающее ли полнолуние? Если влияет, то как? Например, сыновья родились полнолуния в 15 и 17 лунные дни. Если в 15 и 17 лунные дни родились, то те, которые в 15 лунный день, будут очень счастливыми в семье, а то те, кто в 17 будут известными. Настюша Бондарева-Верета. Добрый день, Андрей Андреевич, ваша ученица. Спасибо за ваш труд. Я тоже по поводу беременности. Что вы можете посоветовать, чтобы забеременеть быстро? 6 лет стараемся. Талисман. Там много всего рассказал. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будет ли работать СНГ-40, если практиковать его не каждый день, а 2 раза в 2 практиковал? Будет работать, даже если 1 раз. Все в порядке. Но вы же знаете, можно ли стать олимпийским чемпионом, если я 1 раз буду в месяц бежать? Ну, я сразу же хочу сказать. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хотела спросить, как бы быть, вы говорите, нужно дышать по патрулу, и все здоровье улучшается. А Имрам говорит, нужно дышать медленно, потому что наша жизнь зависит от числа дыхания. Дышишь быстро, скорее умрешь. Могли бы вы ответить на этот вопрос? Перед вами находится человек. Я 1900, на самом деле, я сейчас расскажу, откуда этот нонсенс. Я на самом деле 1975 года рождения, 16 ноября родился. Но всегда всем говорю, что я 1971 года рождения, 16 ноября. То есть, если посмотреть, то это ложь. К чему я это сделал? Я очень долгое время болел, сейчас я отвечу на вопрос. Я очень долгое время болел,
И однажды один мой знакомый, который путешествовал все время в Индию, убедил меня с ним поехать. Я с ним поехал в Индию, этот человек мне сказал такие, он привез меня к монаху, и не монаху, а к аскету. И, по-моему, в городе Пандичери, возле храма, он меня познакомил с этим человеком. Мы все время к нему потом ездили, пока он не умер, несколько лет подряд. Такой вот взрослый, очень интересный дед, с бородой, такой красивый, он ситх. И сикх, вернее, гуру. Короче, какой-то пати. Шри-пати, по-моему. Шри-гуру-пати. Гуру Шри-пати, как-то вот так. И когда мы к нему приехали, он посмотрел на меня и говорит: ты умрешь, у тебя нет никаких шансов. Я говорю: о, я хочу жить. Он говорит: нет. Первый день я ему дал вот все цифры эти. Он говорит: я смотрел, и ты на протяжении 4 лет 100% умрешь. Ты 100% умрешь, и никаких шансов тебе выжить не будет. Я говорю: а что же мне делать? Он говорит: измени свой год рождения на 4 года, стань старше, потому что 4 года тебе невезение и смерть. И исправить это никак нельзя. Сделай себя на 4 года старше, и ты выздоровеешь. А потом второй раз он мне говорит: и выйдешь и женишься на индианке. Так и есть, я женился на Соне, она у меня индианка. Я рассказываю, почему она индианка в первых ступенях школы Кайлас. И из-за этого я изменил свой год рождения. Я не знаю, на что это повлияло, но когда я приехал, до этого, какие бы я процедуры ни проходил, что бы ни делал, мне было все равно плохо. И я не выздоравливал. После Индии у меня было жутчайшее обострение. Я изменил на 4 года, как раз у меня было день рождения 16 ноября. И когда пришли мои близкие, знакомые, даже там присутствовали, я им сказал, что не нужно меня сейчас поздравлять с этим днем рождения. Поздравляйте меня так, как будто я на 4 года старше. После того времени в моей жизни все изменилось. Как бы эхом потом я в дальнейшем читал Гурджиева, какие-то ответы на вопросы, по-моему. У Гурджиева я это слышал. И у Павла Глоба я тоже это когда-то читал в книге. Гурджиев в свое время написал, что человек должен скрывать от всех свой действительный возраст. Тогда на него невозможно будет подействовать, на такого человека. Таким образом, что-то из своей жизни я, естественно, скрываю. Что-то в своей жизни я, естественно, скрываю. Человек не может быть такой человек, как я, не может быть абсолютно простым. Почему? Ну, никто бы не разрешил заниматься эзотерикой раз, в тех странах, где мы находимся два, собирать такие сумасшедшие огромные аудитории 3, создавать такую популярность 4, ну и много-много еще всего вот с этим всем связанного. А тем не менее, этим занимаюсь очень долго и занимаюсь этим очень эффективно, и тайна, конечно, в этом есть. Но я как эзотерик все тайны держу за собой. А теперь все-таки про Имрама, который говорит, что нужно дышать не торопясь и так далее. Я на протяжении своей жизни очень много лет занимаюсь кодами, а также очень много лет занимаюсь по практикам Патрула Далкара, дышу. И чувствую себя, это очень важно, в середине очень хорошо. Потому что также у меня есть ряд моих знакомых, которые перешли на эту систему и говорят, что это огромное чудо, что и вес сбрасывают, и здоровье улучшается и так далее. Поэтому, скорее всего, ну такое тоже бывает, ваш Имрам, скорее всего, ошибается. Но этого говорить ему нельзя, потому что Имрам всегда прав. А вы уже дышите как хотите. Андрей Андреевич, как вы относитесь к кремированию? Очень хорошо. Марина Хашиева. Андрей Андреевич, добрый день. Я прошла оба сеанса «Откуп от зла», но я нуждаюсь в поддержке. Меня беспокоит мое состояние. Кто-то или что-то влияет на меня. Это влияние держит меня и мою жизнь. Нужен оберег или ваша защита. Начну себе покупать четкие красные из ягод. Мне кажется, что они мне подойдут. Можете купить, они вам подойдут. Людмила Буфтаек. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич, восхищаюсь. Ученица второй обновленной части РТЕ. Я из Молдавии, 2 года, как в Израиле, зарабатываю, ухаживаю за престарелым человеком. Вопрос такой. Перед очищением, запечатыванием в комнате в голову лезут слова. Сейчас я очищу помещение, где я временно проживаю. Правильно говорите. Если это неправильно, подскажите. Вы правильно.
Правильно делаете. Ирина Нерозина, Андрей Андреевич, здравствуйте, ученица ступени. Имеет ли значение с точки зрения эзотерики, куда открываются двери, наружу или вовнутрь квартиры? Лучше, чтобы открывались вовнутрь квартиры, тогда это более, как бы, дохода будет больше. А если во внешней, не очень хорошо. Как это исправить, я не знаю, к сожалению, не столер. Как у меня двери? Я не заморачиваюсь. Вообще не заморачиваюсь. Я знаю, в исламе все двери стараются делать так, чтобы они открывались вовнутрь, а не наружу. Как бы все, чтобы нам, чтобы дети рождались. Мила Панферова. Андрей, здравствуйте. Скажите, мне можно делать тату скрещенная ваджа? Да, очень хочу, но боюсь. Никогда тату не делаю. Если можно, скажите, пожалуйста, на какой части тела? На руке. Добрый вечер, уважаемый учитель, ваша ученица. Если на спине, то никто никогда зла вам не сделает. Ваша ученица, вторая ступень, марафон, душевный обряд ЧИ и РТЕ. Спасибо за все. Очень прошу вашей помощи за решение трудноразрешимой ситуации, просят большую сумму. Как мне поступить, давать или найду дешевле? Найдете дешевле, не давать ни в коем случае, обманут 100%. Летиция Пантелеева, скажите, пожалуйста, можно ли носить здоровье несколько талисманов? Можно, хоть десяток. Можно детям дарить, можно. Гульмас Тлекабалова. Здравствуйте, дорогой учитель. У меня вопрос ныне я задавала, может пропустила, ответ не знаю. Но все же хочется узнать, когда что-то чувствуешь над головой, седьмую чакру, может что-то попрактиковать, не нужно ничего делать. Если седьмую чакру вы чувствуете, это говорит о том, что информация в вашей жизни меняется и переконвертируется вся ваша судьба. Станет другой. В это время нужно обращать внимание на свои чувства. Наталья Анжина. Добрый день, Андрей Андреевич. У меня 2 взрослые дочери и не замужем, как мама. Я могу им помочь. Спасибо, переживаю за них, ваш постоянный слушатель. Проходите ступени, об этом рассказываю. Есть семинар, называется «Быстрое замужество». Можете его купить и применять для того, чтобы ваши девочки вышли замуж. Скажите, пожалуйста, последние несколько дней болит голова, как будто яйцо в голове болтыхается. Возможно, это от шумов? Нет, не от шумов. Потому что последние дни активно слушаю. Если нет, подскажите, как убрать боль. Большое спасибо. Если бултыхается в голове, это может быть у вас связано с носоглоткой или даже отит. Можно к лору обратиться, но эзотерически наполняйте голову синим светом. Представляете, будто вы все там залепливаете глиной. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, что будет, если втягивать принимающими чакрами энергию Луны? Смотреть на... Вот эта Луна помогла. У меня к вам вопрос, нужен ваш совет, очень хочется надеяться, что вы на него ответите, если пожелаете, но свой собственный садик. Делайте садик для детей, которые имеют какие-то отклонения, сами выберите тех людей, вы в этом разбираетесь, все будет хорошо. Ирада Ирани, здравствуйте, подскажите, чем можно заняться, чтобы реализоваться как человек и там же с материальной стороны. Я не даю такие комментарии. Евгения Анисимова, прохожу первую бесплатную ступень, несколько месяцев назад выучилась на бровиста в брови, вышла на работу в салон красоты, сейчас же сижу дома из-за карантина. Хочу пойти курсы массажа лица. Можете посоветовать? Мое ли это? Да. Нужно ли продолжать этим заниматься? Да. Искать что-то другое? Нет. Все правильно делаете. Все. Большинство вопросов я ответил. Сейчас я перейду на сайт Дуйко Гуру еще. Евгения, Андрей Андреевич, добрый вечер, ученица бесплатной ступени, сыну 20 лет, живет и учится самостоятельно. Последнее время у него постоянно что-то происходит. Не везет, то машину ударит слегка, то колесо бьется, то чувствует себя плохо, не собираются деньги, хотя 16 лет сам зарабатывает, отлично читает финансы. Надо девушка ему постоянно из хорошей семьи. Нельзя жить с теми, с кем он живет. Из-за девушек это происходит. Рассталась с мужем из-за зависимости. Правильно сделали. Но он вновь появился в моей жизни со словами, что изменился, что жизнь у нас будет хорошо. Я в растерянности. Нужно ли этому верить? Нет. Нет. Не нужно верить. Обманывает вас. За обряд откупа зла, который вчера провели. Очень рада, что нашла вашу школу. Волнует вопрос, какой профессиональный... С вами был Андрей Андреевич Дуйко. Я желаю вам успеха. До свидания. Когда я провожу вебинары, я их провожу для людей. Их совершенно не интересуют вопросы, в какой профессиональной деятельности вам необходимо развиваться, уважаемые девочки. А также
какие вам необходимо выбрать специальности, какие вам необходимо выбрать профессии, а когда вы выйдете замуж и так далее. Скажите, это интересно этим людям? Давайте будем иметь уважение и в следующие вебинары не будем больше задавать такие вопросы. Хорошо? Читайте мантры реализации, слушайте шумы выравнивания судьбы, и тогда вы сами все самостоятельно найдете. И не нужно будет меня дергать. Хорошо? Я вам желаю успеха. До свидания. Можно ли использовать как талисман белый кит? Конечно. Сделайте 8 с перечисления благодарности на карту Сбербанка. Дело в том, что я не должен делать, как вам удобно. Мне не интересно, как вам удобно, потому что вы делаете так. Я не говорю, очень сложно, так как я не являюсь гражданином той страны, где я могу сделать эти карты. И это создает много вопросов и так далее. Зачем вы усложняете мне жизнь? Сделайте так, как там сказано. Перейдите. Там написано там связаться через PayPal там, или через там LinkPay или еще через какие-то. Там нужно внести свои реквизиты. Вам из-за того, что лень их вносить, вы не хотите или хотите, чтобы я давал карты. А потом в этих картах указываете благодарность Дуйко. Зачем? Создаете неприятность. Зачем? Я не против. Просто не создавайте неприятность. Моя мама умерла, ее кремировали. 6 дней после смерти нельзя присутствовать в крематории. Германия, коронавирус. Я знала, что в то время, когда ее кремировали, села дома, отрезала эгрегор, подняла тала, качнула, представляла солнце на входе Наки, представила, что маму поднимаю на этом солнце. Зачем? Как будто ее сферу вытолкнула. У меня получилось. Зачем? У вас есть посвящение делать вот это? Зачем вы это делали? Вот зачем? Ну, я разве говорил, что... Вот я когда-то говорил, что нужно близких провожать. Написали бы мне письмо: Андрей Андреевич, помогите. Кремировали, прошла, все в порядке. Что вы делаете? Зачем вы это делаете? Me mother's love very invasive, ask like. Виктория Розенфелд. Вы не умеете разговаривать на русском языке? Если не умеете, тогда выделите и переведите, чтобы я сейчас не переводил с английского языка. Можно ли держать прах умершего человека в доме? Можно, но не нужно. Можно ли иметь в квартире и помещении, в котором живешь, искусственные цветы? Можно и нужно. С вами был Андрей Дуйко. До свидания.